не важно, чтобы она была очень публичной. It's more an inherent. Well done. Really appreciate what you did. They don't need to hear that, but he knows I value him. И это не должно быть каким-то публичным. Просто подойти близко к нему, один на один, сказать: ты очень хорошо сделал. Great question. Здорово. Great question. Дружу с тобой, да. Хороший вопрос. Спасибо. They also have developing moral values. Они развивают моральные ценности. They know how to cheat. Они знают, как обманывать. They know when someone else is cheating and they get outraged by it. И они знают, когда другие обманывают. They know how to treat you as an adult, how they should address you. Они знают, как вести себя как ребенка, как. But they also know how you should address them and how you should treat them. Как вести себя к ним, как по отношению к ребенку, и они знают, как относиться к тебе, как по отношению к And when you break that, they become offended. И когда вы нарушаете вот эти правила поведения, тогда они могут быть обижены. They are extremely vulnerable to negative criticism. Они очень противостоят негативной критике. Negative criticism sticks. Это просто отвратительно. And they can't shake it. И они не могут выносить это. I remember, I'm 40 years of age now. Мне сейчас 40 лет. I remember some things that teachers said to me when I was 14. Я помню до сих пор некоторые вещи, которые мне учителя говорили в 14-летнем возрасте. But I only remember the negative ones. Но я помню только негативные. And that's 26 years later, I still remember what silly teacher said to me. 26 лет назад мне сказали это, но я все равно помню, что мне эти глупые учителя. It's at this age it sticks and it becomes buried and it affects their personality. Это влияет на всю личность. It's one of the most exciting age groups to work with, but it's one of the ones where we could cause most permanent damage. Это одно из самых уникальных возрастных групп, с которыми мы можем работать. Но также очень аккуратным надо быть, потому что наибольшую разрушительную силу мы можем оказать. These children might not tell you. Эти дети могут не сказать вам. And they might get embarrassed. И они могут расстроиться, But they need loved and accepted. Но они нуждаются в том, чтобы быть любимыми и принятыми. And that's not shameful. И это не стыдно. I mean, I'm a man and I need loved by my wife and accepted by my wife. Я мужчина уже, но все равно я нуждаюсь в том, чтобы я был любим своей женой. But I know who I am. They're only finding out who they are. Но я знаю, кто я есть уже. Они только в поиске того, кто они. So if you're coaching this group, please be so careful with every single word you say. Если вы работаете с этой группой, пожалуйста, будьте очень аккуратны с каждым своим словом, которое вы говорите в их адрес. Don't laugh at any kid. Не смейтесь ни над каким ребенком. If something's funny that happens over there, laugh with them, but never laugh at a child. Never encourage the other children to laugh at someone that's different. Если что-то смешное произошло, то смейтесь вместе с ними, но никогда не смейтесь над ним. Be really careful. Будьте очень внимательны. Because any negative thing you do, каждая негативная вещь, которую вы делаете, can have lasting impact at this age. Не может оказать длительное влияние на их жизнь. I've seen children quit football because of negative criticism from coaches. Я видел, когда дети бросают футбол от негативного критицизма от тренеров. Then that starts a spiral. И это начинает своего рода спираль. What do? All that free time, they go and hang around with a bad crowd. They start smoking, they start drinking. And that just destroys their life. Бросают футбол, куча свободного времени, начинают в плохие компании ввязываться, курение, алкоголь. Мы теряем их. And that all starts with the coach saying something that he didn't think through. Все начинается с того, что тренер сказал то, что не должен был сказать. So be extremely careful. This age, you're dealing with someone's life. То есть в этом возрасте мы имеем влияние на чью-то жизнь. Really important this age. Это очень важный возраст. Now, physically, let's talk about physical things. Физические вещи. Right.
they are able to take on a little bit of physical load, fitness load. Они уже способны справляться с некоторой физической нагрузкой. Their energy systems are developing, anaerobic, anaerobic. Ихняя система энергосбережения уже вырабатывается. Есть аэробная и анаэробная система. Their coordination skills are really refined. They know what they can do. Ихняя система координации уже отточена. Они уже реально знают, что они делают. They sometimes appear clumsy. Иногда они неуклюжи. So, my son is 15 and a half. Ему 15,5 моему сыну. He's my height. Он ростом с меня. See when he runs sometimes. Когда он бегает, He looks like he doesn't know how to run. выглядит так, что он не знает, как вообще правильно The бежать. problem is, his body's grown too quickly. Но проблема в том, что его тело выросло слишком быстро. And he's struggling to work out how to run. И мышцы не позволяют ему правильно бежать. Because a year ago, he was that height, and 1 year now he's this height. Потому что в прошлом году он был такого роста, сейчас такого. And he's struggling to understand how to move his body properly. И у него возникает трудность, как двигать правильно своим телом. So you look at him and you think, he's clumsy. И когда вы смотрите на него, он неуклюжий. He's not. He's just learning to work this body, this new body he has. It's grown too big. Но это не так. Он просто привыкает к новым размерам своего тела. But don't laugh at him. Но не смейтесь над ним. Don't allow the other children to laugh at him. Не позволяйте другим детям смеяться над It's ним. just that he's had his growth spurt before some of the other children. Но это просто означает, что у него процесс роста произошел до того, как у остальных ребят. So be really careful. То есть будьте внимательны. Next, social. Let's end this quickly. Социально. Role models are not just someone they aspire to be. Role models not just aspire. It's someone that they aspire to be. Role models now have influence. So everything you say actually matters. You know, it's not just, I want to be like him. It now is, wow, he just said that. That's really important. I need to apply that. Ролевые модели, они нас вдохновляют в том, кем мы будем или кем мы хотим стать в этом будущем. That's all I said in that short sentence. Раньше мы хотели быть похожими на Романа, а теперь каждое слово, что они говорят, на нас влияет. Не только хочется быть как ним. Раньше хотели быть похожими на них, а сейчас каждое их слово влияет на нас. Okay, they're moving away from family reliance. They want to be independent. Они хотят быть независимыми. Kids this age in Ireland, well, more 15 and 16, Больше в 15-16-летнем возрасте ask their parents for bank accounts. Они просят родителей, чтобы им открыли банковский счет. They want to know that they've got that card, and that card they can put in the wall, and they can get money, and they can do all themselves. И они нуждаются в том, чтобы знать, что у них есть карточка, которую они могут засунуть в стену, и эта стена даст им какие-то деньги. No, remember, it's different culture. Это чуть отличается культура, но все. So that is the argument I'm having with my son at the moment. Это спор, который у меня есть с моим сыном. He's asked for a bank card. Он просит меня о банковском счете. My father says he can have a bank card. Его дедушка говорит о том, что ну да, ему надо открыть счет. Because he's a granddad, he doesn't have to live with him. Потому что это дедушка, он не должен с ним жить. But my question to my 15-year-old child is, Но мой вопрос моему 15-летнему сыну who puts the money in the bank account? заключается в том, кто будет ложить тебе деньги на счет. You. Это я. So why can I not just give him money instead of him doing all that process himself? Почему я просто не могу тебе дать деньги вместо того, чтобы вот этот сам процесс ложить тебе на счет и это все. So when I go home on Friday, that's what I'm dealing with. И когда я возвращаюсь домой в пятницу, это то, с чем я буду справляться. Вопрос. У нас в этом вопросе дети намного продвинутые.
Мой сын, например, уже 2 года торгует новыми кроссовками, бутсами, копочками, спортивными костюмами, мобильными телефонами, которые посылает ему старший брат. Это реклама торговой точки сейчас? А сколько ему лет? 16. Добре, що ще наркоту не продає. Дайте його там. Йому вже не треба давати, він вже дає сам. Красавчик. Сам себе може начать. Заставляет нас власть, держава так заставляет. Listen, he should be giving this talk. Он должен вообще говорить о том, как зарабатывать деньги. He's more experienced. It's good that fathers are coaches because I think you see children from another perspective as well. Я думаю, что это очень классно, когда отцы тренера, потому что они видят детей с разных сторон. I think that's a real strength that you have. И я думаю, что это большое преимущество для вас. I often feel that when I deal with coaches that work with the age group of my children, I can see it from the child's perspective and from the father's perspective as well as from the coaches. It gives me a more of a rounded picture. Когда я работаю с тренерами, которые тренируют возраст моих детей, то это дает мне больше преимуществ видеть это чуть с другой стороны, потому что я больше понимаю своих детей, я понимаю, что необходимо для этого возраста конкретно. At this age, peer groups friendships are really important. Дружба становится очень важна в этом возрасте. They want to hang out with their friends away from you. Они хотят быть с друзьями и подальше от вас быть. They want to arrange social time without you being involved in it. Они хотят организовывать свое собственное время без того, чтобы вы были вовлечены в этот процесс. So my son will come home and he'll say, "Dad, me and some of my friends, we're going to go to the park to play football together. Then we're going to have lunch together. Then we're going to go to the cinema." Is that okay? He's done all that arranging by himself, so he feels empowered. И мой старший сын, он говорит то, что: пап, я хочу вот пойти с друзьями в парк, поиграть в футбол, потом мы покушаем и потом мы пойдем в кино. Нормально? Да, хорошо. То есть он уже самостоятельно организовывает для себя очень много вещей в проведении с друзьями. But there's the tension going on. Но есть во всем этом давление. Because he does need me. Потому что он не нуждается уже во мне. He needs me to take him in the car to where he needs to be. Он нуждается во мне, чтобы я его просто отвез в то место, где он должен быть. And that tension frustrates him because he wants to be independent, but he knows he still doesn't have the means to be completely independent, and he needs me. Но все еще есть вот это давление, которое все-таки он хочет быть независимым, но все еще он не может полностью освободиться из-под моего контроля, потому что я его должен отвезти, дать ему деньги, да. So it's a tension he struggles with. И это то, с чем он должен бороться. Okay, lastly, И последнее. they have learned how to cooperate. They know how to work together, but now some of that cooperation is turning into serious competition against their peers. Они уже понимают, как работать вместе, но вот эта совместная работа, она часто перерастает в соревнования. Okay, now our advice. И совет. So let me give you some advice. 1, set goals for these children. Устанавливайте цели для этих детей. So tell them in 1 month's time, here's what we want. In 3 months' time, and by the end of the season, so short, medium, long-term goals. То есть через месяц мы хотим достичь этого, через 3 месяца мы хотим достичь этого. Because their self-esteem will be boosted every time they reach their goals. Потому что их самооценка будет просто подниматься на новый уровень, когда они будут достигать каких-то целей. Don't highlight physical differences. Не делайте акцент на физических различиях. Give them responsibility. Today you're in charge of collecting all the cones and the footballs. Can you make sure they're here? Увеличивайте уровень ответственности. Собирайте фишки, мячи или организовывать. Now, this age, make sure you have a clear topic for coaching that day.
убедитесь в том, что у вас есть четкая цель для каждой тренировки. So, it's not just today we're going to do defending. That means very little. Это не просто, что вот сегодня мы будем работать над обороной. Make it clear. Today I'm going to teach the nearest man how I want them to press the ball. И мы делать это конкретно. Ближний человек должен выдавливать человека, который находится с мячом. Because that topic will then give us coaching points that we can deliver, and they can see how it all fits together to meet the topic. И поэтому от темы занятия будет зависеть заметки от тренера, задачи от тренера, которые мы будем давать. И вот эти задачи от тренера, они будут иметь свое воздействие на полное понимание картины. So, like pressing the ball. First man runs at an angle. Secondly, he runs with speed. Thirdly, he is in control of his body, so they rise with the right proximity. Fourthly, he's aggressive. Например, отбор мяча. Первый пункт. Всегда бежим под углом. Второе. Скорость приближения к игроку. Остановиться на таком пространстве для того, чтобы можно было отобрать этот мяч. Force. Четвертое – это агрессия при отборе мяча. Because then they can work out, well, I can do that part well, I can do that part well, this one I'm struggling with, and they can then start to improve upon the weaknesses that they understand. Потому что они говорят для себя, вот первый пункт, я могу с ним хорошо справиться, второй, здорово тоже, третий, это моя слабость, то есть мне нужно уже над этим поработать, и они могут усовершенствоваться, работая над своими слабыми сторонами. So, think about it this way. Давайте подумаем об этом таким образом. 68-year-olds, I am the coach. 6-8 лет, я тренер. 9 to 12-year-olds, I am an instructor. 9-12 лет, я инструктор. 13 to 16-year-olds, I become a facilitator. 13-16 лет я становлюсь фасилитатором, человеком, облегчающим процесс, So, способствующим. I'm in complete control. Тут полный контроль. I'm reducing my control. 9-12, уменьшаю свой контроль. Here, I've lost control. Здесь я потерял контроль. Positively. Позитивно, но потерял. I'm becoming a guide. Я становлюсь проводником, гидом. So, you can see why yesterday Вы можете увидеть, почему вчера I said that in Ireland and Scotland and so on, we want to develop different pathways of coach education. мы хотим разрабатывать разные направления для обучения тренеров. Because the role changes when I change age groups. Потому что роль изменяется, когда я изменяю возрастные группы. So, we want to develop expert coaches that just work with this age group and not move anywhere else. Потому что мы хотим разрабатывать экспертов, которые работают только в этой возрастной группе и нигде больше. Because they'll understand that role expertly. Потому что мы понимаем эту роль. Take that expert and put him in this, it's a different role. He's no longer an expert. Поместить его в другую роль, и он уже больше не будет экспертом здесь. You understand? Понимаете? So it makes sense that we develop experts at different age ranges and we don't go right through the system. I take a 6-year-old team till they're 16. It doesn't make sense in the role. Это не имеет значения в плане роли, если я веду команду от начала до конца. It doesn't make sense psychologically, socially, physically. Это не имеет никакого значения психологически, физически и социально. Now, I understand that was a lot of writing and a lot of listening. Я понимаю, что это была куча писанины и куча слушания. It's the driest part of our 4 days, so at least we've got it over with. Это была самая сухая, самая скучная часть этого обучения. But really vitally important. Но это очень важно, очень-очень важно. I think I would be doing you a disservice if I didn't include that in our presentations. Если бы я не включил это в презентацию, я бы не смог вам помочь, так как... I mean, now you can figure out which age range you think you are most suited to.
И вы можете сейчас увидеть, в какой возрастном диапазоне у вас больше всего способностей. I mean, of course, up here there is toddler soccer. Это детский футбол. Okay, we do that 3 to 5. До этого еще есть. But that's more babysitting. Это больше как нянькой быть. Parents will pay more for that because they just want rid of the kids for now. Родители больше будут платить за это, потому что они просто хотят освободиться от своих детей. And then 16 plus is adults. И потом есть еще 16 плюс. I mean, I made my debut for the top team in Ireland when I was 17. So you could treat that all as adult football. Я сделал свой дебют, когда был в премьер-лиге в Ирландии, когда мне было 17 лет, поэтому я уже считаю, что после этого это уже взрослый футбол. So, whether you disagree or agree with everything I've said, если вы не согласны или согласны с тем, что я сказал, one thing you cannot say, одну вещь вы не можете сказать. Everything I've said fits together. Все то, что я говорю, оно соответствует один одному. You agree? Everything has a logic to it. Есть логика во всем, что я говорю. Everything means, when I talk about personalities, when I talk about the age groups of the children, their characteristics, when I talk about empowerment, game intelligence, when I talk about all these things, they all fit together. Когда я говорю о возрастных особенностях, когда я говорю об оснащении, когда я говорю о интеллектуальном футболе, все соответствует один одному. Isolated practice, I wouldn't use here. Изолированная практика, я бы не делал этого. I would use small-sided games the whole way. Я бы делал игры на малом пространстве на протяжении всего времени. So, I don't mind if you disagree. Я не против, если вы не согласны. But one thing you must admit is, I put it all together well. Но вы должны признать, увидеть одну вещь, то что все это вместе я очень хорошо вложил в один документ, все логично. At every point, I know what I'm doing. На каждом этапе я знаю, что я делаю. Now, that takes time to develop. Это требует времени, чтобы разработать это. And I'm hoping to give you the tools to start that process, like I said. И я надеюсь, что я вам дам инструменты, чтобы вы начали это тоже делать. Как я So делаю. today, this morning was about how we teach. Сегодня с утра было о том, как мы учим. So different methodologies, different types of practice, whether it's variable or context-based. Разные методологии, разные способы, какие мы учим, разные инструменты. Then we've sort of dovetailed into what are the different needs of learners at different age groups that we need to be aware И of. потом мы переместились к тому, какие есть нужды в обучении на разном этапе. So let me tell you what I hope to achieve during practical, and then we're finished. Давайте я расскажу вам, что я хочу достичь во время практики. I want to show you 5V2s today. Я хочу сегодня с вами поработать 5-2. Now, every coach around the world shows 5V2s. Каждый тренер во всем мире может показать, как делать 5 But победок. I'm going to show you more than 12 ways to change that to meet different tactical needs. Но я вам покажу больше 12 способов, как это можно изменить, чтобы чтобы ответить на разные нужды тактические. Then I'm going to give you some more examples of activities, this time for a slightly older age group. Ну, потом я покажу некоторые упражнения для чуть-чуть более взрослых ребят. And that will do it. I'll try and work quicker this afternoon. И я постараюсь работать быстрее сегодня после обеда. But thank you for this morning. Спасибо за ваш...